Hey everybody, welcome to the new production channel. My name is Daniel, I live in Russia, in Moscow. И я изучаю хинди. Также на этом канале полно реакций на индийское кино, но не то чтобы совсем полно, но их уже очень много. Реакции на индийские песни будут на трейлеры, на сцены, на видео, связанные с Индией вообще и Бангладешем, кстати. Вот здесь вот будет ссылочка на эти видео. Ну а сегодня мы поговорим о довольно любопытной вещи в хинди после логи. Это видео относится к тем видео, где иностранец жалуется на то, что язык сложно учить или сложно понимать. Так что здесь будет сплошное недоумение по поводу того, как это вообще может быть в принципе в языке. Что такое после логи и с чем их едят? Я не знаю, это перевести интересно для субтитров английских. В Индии нет предлогов вообще, есть только после логи. Чтобы было понятно для русскоговорящего человека, после логи есть в английском языке. Не всегда, но они есть. Например, look at или put on, то есть всяческие фразовые глаголы, как это называется. Или, например, what are you talking about? Что ты говоришь о? Это очень странно звучит по-русски. И на начальном этапе изучения языка ты такой, типа, что? Почему у вас предлог в конце? Как это вообще может быть? What are you looking at? Что ты смотришь на? Это очень странно звучит для русского человека. На что ты смотришь или о чем ты говоришь. Всегда перед словом, к которому относится но. В Индии нет предлогов вообще. То есть I'm going to my home, там нет такого. Там будет что-то вроде I'm going home to. А если быть точнее, I home to going. Например, после log pass. У. Около у меня. Мэри пас. Меня у, получается. Почему? Что за странная логика? Или предлог сад. Извините, не предлог, после лог. Видите, я даже говорю предлог, а имею в виду после лог, потому что у нас в принципе нет такого слова после лог. Что это вообще значит? Предлог, он перед словом мэри баганки сад рахтагу. Получается так. Что это за слово ке? Вы спросите. А вот это вообще странная ситуация, потому что к предлогу надо присоединять еще и слово «ка». В косвенном падеже оно меняется на «ке». То есть мало того, что нужно после лог ставить после слова, это уже затрудняет ситуацию, так тебе еще и надо между ними поставить слово, которое обозначает принадлежность к этому слову. То есть есть сестра, есть предлог «с» или на хинди «сад», которое относится к этой сестре. И чтобы сказать, что оно относится к этой сестре, мы добавляем «ке». И так непонятно, что ли. Довольно забавный для русского человека после лог пар. Потому что у нас есть слово пар на русском, и это забавно звучит. Пар — это на. На столе меске пар. Но почему-то после местоимений слово «ке» не ставится. На мне, например, пар. А говорят так у вас про одежду, интересно, Мэри Пар? Мэри Пар, t-shirt, Воспользовался тем, что можно вставить английское словечко, когда не знаешь хинди. Хинглиш, это к предыдущему видео про хинди, ссылочка вот здесь. Один из послелогов достаточно просто запомнить для русскоговорящего человека — лие, ну или ке-лие, как мы уже узнали, да. Потому что лие — это для, достаточно похожий звук. Лие, для. Есть замечательная песня из замечательного, опять же, фильма Вир и Зара. Тере лие хамке джие фото. Забыл. Такой вот красивый как раз для песен, такой льющийся звук лие. Есть также после логи се, есть фильм Дил се, от сердца, то есть сердце от, получается. Один из самых странных после логов — слово мэ. Мэ — это я. Почему оно в мэ гу? Я есть. Но на хинди есть после лог мэ. Чем он отличается, я не знаю, потому что на слух одно и то же слово, но пишется он по-разному, там другая буква. Но больше всего меня удивляет после лог
О. Иногда в русском это меняется на обо. Я не знаю, от чего это зависит на самом деле, хоть я и русский. О. Это одна буква в русском языке. Хорошо, в английском их 5, about. Но на хинди это получается 3 слова. Если с местоимением, то 2, окей. Но если, например, я говорю о доме, ну, грубо говоря, да? Ме – это я. Гар ке баре ме о доме. Болтаху. То есть получается о, на хинди это ке баре ме. Это гигантская конструкция, которая в русском это просто буква О. Одна буква, ребята, одна буква. Почему ке баре ме? Причем составное, это еще пишется отдельно, судя по всему, да, раздельно. С одной стороны, это довольно длинное слово, но легко запомнить, потому что оно сначала тебя раздражает, то, что оно такое большое, и ты ходишь и такой, ну почему у них кебареме, почему кебареме, о и кебареме, это же целая огромная разница, да, но это на самом деле позволяет быстро это запомнить, потому что ты злишься на это, и ты запоминаешь. Вот так я, в принципе, его запомнил. Бара – это большой. Бари – это большого большому, то есть в косвенном падеже. А ме – это похоже на я или в, как я уже сказал. То есть большой в. Почему о? Как эти слова вообще связаны? Почему они похожи друг на друга, как 2 капли воды? Так что после логи в хинди всегда меня удивляли вообще своим существованием, во-первых. Во-вторых, что предлогов нет вообще. И тем, что они могут быть вот такими смешными, как кебареме, ме, и как их вообще различать, если они похожи на другие слова. Но это забавно, это добавляет уникальности в язык, и это круто, что действительно есть какое-то отличие от других языков. Это всегда очень интересно при изучении языка. Это совершенно другая логика языка. Надеюсь, вам понравилось это видео. I hope you like this video. Put thumbs up, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Subscribe to this channel if you haven't done this yet. Write comments, пишите комментарии. Share this video with your friends. Делитесь с вашими друзьями. Достон кесат. Если вы этого еще не сделали, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления с этого канала. Видео выходят 3 раза в неделю. Раз в неделю выходит видео про хинди, так что спасибо, что были с нами. Спасибо, что посмотрели это видео. Хамхирахи переки, пермеленки, чальте, чальте.